Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня очередное отчетное видео по понедельникам о готовых работах, процессах, о планах и о покупках, как всегда. Но давайте начну с покупок, так как кое-что уже из новенького мне нужно для моих текущих процессов. Сначала покажу, а потом уже буду это использовать в своих работах. Видео будет состоять из нескольких подключений в формате вязовлога. Если вам нравится смотреть такие видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. И всем приятного просмотра. Итак, купила новый наполнитель бумажный. У меня уже есть и бежевый, и красный, и черный, и голубой. Но вот такого нежного желтого у меня еще не было. А мне он подходит для моих изделий. И вот я купила такой новый наполнитель бумажный. Покупала его в ближайшем магазине. Это не на маркетплейсах, а рядом с домом. Также купила моточек пряжи. Это уже на Wildberries. Это носочная пряжа итальянская. И он пришел вот в таком виде, без этикетки. Вот, единственное, что вот было наклеено на пакете: итальянская пряжа носочная, цвет вишня, полушерсть, вот. Вишневый меланж, Италия. Вот. Я вот в своей покупке решила показать в начале видео, так как хочу уже повязать из этого моточка. И вот пока он у меня еще целый, не начатый, хочу показать, как он выглядит вот в моточке. Я его взвесила, 101 грамм, так что все нормально. Нет никакого недовеса, но на ощупь очень приятная пряжа. Вот хочу побыстрее попробовать и купить, может быть, другие оттенки, пока она есть. Вот. Разные. Тут, посмотрите, зеленые крапинки будут, оранжевые, фиолетовые. Интересно, какие носочки получатся. Так. Далее купила также пряжу, но это уже у меня китайская пряжа. Вот такая, также носочная, вязь называется. В 100 граммах 390 метров. По идее она должна быть потолще, но я вот смотрю, такая тоненькая ниточка. Что-то мне кажется, здесь не 390 метров. Вязать, наверное, даже на двоечке будет, на 2-миллиметровых спицах. Проблематично. Может быть, буду вязать ее в 2 нити. Я купила их 3 мотка. Вот, в наборе они продаются так на Wildberries. Так, также шерсти 75%, 25% нейлон. Но у нас сочный состав. Цвет 03, светло-серый. Вот. Не знаю, еще никогда не вязала. Вот также хочу попробовать. Много разных расцветок ее предлагает продавец. Но вот пока взяла на пробу. Так, еще что купила. Вот такой набор пряжи из 5 мотков. Сейчас я распакую и покажу. Это у нас пряжа Альма от Comtex. Я уже из нее вязала воротнички. Только у меня была пряжа другого цвета, топленого молочка. В 50 граммах 170 метров. Ниточка такая толстенькая. 100% хлопок. Цвет 002, отбелка. 5 моточков. Ну, такая пряжа всегда нужна в хозяйстве. И снежинки буду из нее вязать. Но она толстенькая. Можно и детские чепчики, и одежду для игрушек. Так что вот 5 моточков вот такой пряжи купила. Далее хочу показать открыточки новые. Давно смотрела на этот набор, но вот не удержалась и приобрела. Мне нравится, что такие вот зубчатые края у этих открыток с обратной стороны. Также они под старину винтажные, такие ретро-открыточки. Тут, наверное, каждого вида по 2 штуки. Покупала их на Wildberries. Но так как сейчас я вижу зайчиков, мне и открытки с зайчиками сейчас прям больше всего привлекают. Вот с праздником. Это же не обязательно с Пасхой, правильно? Можно и... Здесь Христос воскрес. Поздравляем. Ну, очень красивые, милые открытки. Они небольшие.
Вот если нужна ссылочка, я оставлю в своей группе в Телеграме. Ну, посмотрите, какая прелесть. Добра и мира. Вот. И вам этого желаю всегда. Добра и мира. Эти открытки я буду вкладывать в свои посылки. Так, и еще набор открыток. Я еще сама не распечатывала. Вот сейчас все на бегу. У них обратная сторона. Ну да, такая же. Вот исполнение желаний, нежности, с такими добрыми пожеланиями, радости, с праздником, для тебя, взаимопонимания, уюта в вашем доме, семейного благополучия, желаю счастья. Ну, такие пожелания подходят всем. Хороших новостей. Мои любимые, конечно, это я не отправлю в посылке уже, верных друзей. Так что поздравляю от чистого сердца, здоровья. Ну, прелестные открыточки, но они мне нужны всегда. Так, и купила вот такие ромашки, но это в фикс-прайсе. Просто их, как маленькие такие дополнительные аксессуарчики, также в посылке буду добавлять. Первоначально я их купила для изготовления веночков. Мы, как я уже говорила, с подругой делаем веночки пасхальные. Думала, может быть, украшать. Ну вот, остались, пока буду. Ну, не знаю, посмотрю. Такие мелочи всегда нужны в хозяйстве. Так. Ну, о покупках пока все. Если что-то появится у меня новенького к концу видео, я, конечно же, вам покажу обязательно. А сейчас перехожу к упаковке. Вот такой простой и интересный подарочек получился. Мне кажется, все очень мило, так уютно. И заказчик будет доволен. Сейчас мне нужно упаковать сумочку зайчонка. Я уже положила в пакетик открыточку. Также здесь зайка сидит на подоконнике. И хочу положить туда наклеечки. Выбрала также вот зайчик. Вот такой. Вот такая наклеечка. С цветочком. И две объемные наклейки. Так, пусть ребенок порадуется. Тоже все в пакетик я укладываю. Туда все. Заклеиваем.
Сумочка готова. Сейчас нужно упаковать воротники. Я их все упакую в один сверточек. Ну вот, очередной воротник у меня в процессе. Стоит сейчас на блокировке, ждет своего часа. Я тут внесла какие-то изменения, но позже покажу его поподробнее, когда пришью пуговицу. Он у меня уже высох, сейчас буду снимать его с блокировки аккуратненько. Ну вот, мой воротник готов. Я сняла его с блокировки, обрезала все хвостики нитей, пришила пуговицу. И вот такая красота получилась. Этот воротник я вязала на заказ. Если вы заметили, я сделала его пошире, чем я обычно вяжу этот воротник. Это всем известный популярный воротничок. Мы вязали его уже на канале. Это видео набрало более 1 миллиона просмотров. Но заказчик попросил меня, чтобы я связала воротничок пошире. И я надвязала буквально несколько рядов, но прибавила вот эту ширину в начале воротничка у основания. Конечно же, кайму здесь край изменить тяжело, а вот за счет провязывания в центре воротника мне получилось сделать его пошире. И ширина такого воротника у меня получается так, вот 12 сантиметров, 12,5. Вязала этот воротник из ниток Коко крючком 2 миллиметра. Я уже однажды как-то вязала воротник из черной пряжи. У меня была тоненькая ниточка, и также, чтобы его увеличить, я надвязывала несколько рядов по центру. Точнее, я начинала вязать так же, как обычно, из середины, но добавляла в дополнительные ряды. Так, вот такой воротник интересный. Пришила красивую пуговицу с хрусталиком, с кристалликом, вот с таким. Так, а по длине, какая получилась у меня длина воротничка? Сейчас померяем. Я хочу зарисовать схему вот этих дополнительных рядов, чтобы у меня было это на всякий случай. Как видите, приходится и такие заказы выполнять. И вот чтобы каждый раз не вспоминать, как я это делала. Вот 55 сантиметров по внутреннему краю. Длина воротника. Нужно мне зарисовать схему или записать вот этих дополнительных рядов. Воротник лежит на плечиках хорошо, все ровненько, не фалдит. Я уже примеряла. Ну давайте сейчас померяю и покажу. И на спинке хорошо, ровненько ложится все. Когда я ставлю на блокировку, вот примерно 1/3 с одной стороны, 1/3 с другой стороны, даже может быть поменьше, я стараюсь выровнять, чтобы не закругленный был вот этот край, а именно вот прямой, чтобы воротничок ложился к переду вот здесь мысиком.
И если вы обратили внимание, когда у меня воротник стоял на блокировке, я его ставлю на блокировку в форме подковы. Ни в коем случае не замыкаю его в круг, когда он у меня сушится. Иначе он будет на плечах идти волной, но это некрасиво. А так он все по плечикам вот скос. Все красиво, несмотря на то, что он получился такой широкий, все аккуратненько. Ну вот так воротник сидит на модели. Все ровненько, по плечикам. Ничего не фалдит, не топорщится, не оттопыривается. Аккуратненько. Очень красивый воротник получился, как мне кажется. Сейчас мне нужно сфотографировать воротничок и отправить заказчику. Показать, что у меня получилось. Так, я вяжу сейчас очередную разноцветную салфетку. Провязала уже, сколько здесь рядов? Рядов 15-16, наверное, не знаю уже. Так, и хочу показать, из каких ниток вяжу. У меня тут полные ассорти. Так, вот это Анна 16, это Ирис, семеновская пряжа. Это также Анна 16, потемнее. Это Анна 20. И хотя ниточка разная по толщине, Анна 20 потоньше, я все равно регулирую это при помощи крючка. Беру крючок или 1,25, или 1,5, и разные ряды вяжу даже крючками разного размера, чтобы салфетка была не стянутой. Или регулирую вот цепочка разное количество петель, чтобы также не было стянутости. Так, это Пеликан. Это Анна 16, и это у меня Анна 20. Вот такие. Сколько ж тут расцветок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветов у меня в этой салфетке будет. И вот хочу сказать, что если бы не добавляла я темный цвет, когда я вязала серединку, мне показалось она какой-то бледной, какой-то тусклой. Все равно вот мне нравится, когда в салфетках вот такого рода, ну вот мы их уже много раз вязали, должна быть какая-то темная контрастная нить, но также подходящая по цвету. Она как-то выделяет узор, больше виден как бы вот этот зигзаг по краям. Вот, и я всегда добавляю ниточку потемнее, но ее нужно добавить совсем чуть-чуть. Вот здесь один рядочек, где-то по краю еще один рядочек пущу, и все. Сильно темный вот цвет, я много его не буду добавлять в эту салфетку. Вот. И вот эта пряжа, вроде бы кажется, что она выбивается из общей вот палитры, из гаммы. Вот она с таким розоватым. Это все-таки серо-бежево-молочная, а вот это как-то пудровая. Вот. Но все равно, мне кажется, вот она выделяется также и вот привлекает как-то, больше взгляд притягивает. Я вставила вот тоненькую полосочку вот сюда в серединку, но обязательно такой цвет нужно вставить еще в одном или в двух рядах, чтобы не было такого, как будто бы этот был какой-то остаточек, я его сюда ввязала, и все, больше такой нитки не хватило, больше никуда не вставила. Обязательно вот эту нитку, если я вставила куда-то в одно место, там в серединку или куда-то в один ряд, нужно куда-то еще добавить эту же пряжу, этот цвет. Вот, так что надо мне про него не забыть, но я не забуду. Они у меня под рукой, я вот в корзиночку сложила все свои клубочки и чередую пряжу. Вот. Больше всех мне, наверное, нравится вот этот цвет крем-брюле, поэтому я его пустила вот на эти крупные лепестки. И также на кайму, там она состоит из нескольких рядов, также будет у меня именно вот таким цветом, моим любимым. Ну, а самый последний ряд, крайний, я всегда делаю ниткой светлого цвета. Вот это самый светлый оттенок, который есть во всей салфетке. Мне так кажется, салфеточка более нарядная как-то, ну, я светлый цвет, я считаю, как-то освежает всю салфетку. Но главное, чтобы последний ряд был не самый темный. Вот это мое такое наблюдение. Но опять же, у всех разные взгляды на цвет. Кому как больше нравится, так и мы вяжем. Поэтому это и называется ручная работа. Видите, какой тут творческий процесс. Все потом столбики станут на свои места. Это после блокировки. Пока мне нравится, что получается.
Не знаю, успею я довязать или нет эту салфетку и показать вам в этом видео. Завтра мы отправляемся в маленький мини-отпуск. Завтра у нас четверг. Вот, сейчас я соберу вязание. Но я не буду много набирать, потому что мы едем на 4 дня. И там у меня не будет особо времени повязать. Возьму клубочек, моточек носочной пряжи и 5 спиц чулочных. Буду вязать носочки в дороге, в поезде, ну и там в отеле. Так, а сейчас у меня купили все-таки этот белый воротничок, оплатили. Я сейчас его также упакую и завтра с утра побегу на почту отправлять посылки. В дорогу беру маленькую сумочку вот такую. Как раз помещается моточек пряжи. Хочу поскорее испробовать, как мне понравится из нее вязать или нет. И спицы. Спицы беру 2,25. Но это не гамма, это просто я в чехольчик положила сюда. Да, 2,25, наверное, нормально будет для этой ниточки. Хотя, может быть, даже и на двоечке надо. Но мне кажется, пряжа должна раскрыться. Потом после блокировки не буду вязать 2,25. Все, это я беру с собой в дорогу. Итак, у вас прошло всего несколько минут, а у меня пролетели 4 дня нашего мини-отпуска. И я хочу поделиться, что же я успела связать за эти дни. И, как видите, совсем немного, но все равно хочу сделать это подключение, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями о пряже. Это новая для меня пряжа, итальянская, носочная. Я говорила чуть ранее о ней, заказывала на Wildberries. Вот связала всего пол моточка, но уже могу сказать, что пряжа мне очень понравилась. Несмотря на то, что она тоненькая, как я думала. Вот так, если ниточку натянуть, она вообще, ну, тонюсенькая. Вот. Вяжу спицами 2,25 миллиметра. Обыкновенные спицы. Покупала также их на Wildberries. Мне они нравятся. Может быть, конечно, какие-то продвинутые, более опытные вязальщицы такие спицы и не приветствуют. Там какие-то есть более навороченные. Но постольку я не так часто уж вяжу носки, то и кончики хорошие. Так, ладно, я отвлеклась от пряжи. 2,25 спицы. И получается очень плотная такая вязка. И я не знаю почему. Может быть, такая скрутка вот удачная. Натягиваем тоненько, а когда, может быть, отпускаем, она немножечко как бы, ну, становится толще, не распушается. Распушится-то она после стирки, конечно, но вот приобретает такой объемчик. И носочки, я думаю, они будут более такие рыхленькие. Нет, очень даже плотные. И я хотела брать спицы 2 миллиметра, хорошо, что не взяла. 2,25, мне кажется, нормально для такой пряжи. Нет ни просвета, очень ровно ложится ниточка. Нет никаких вот кривых петелек. Ну, я, конечно, и вяжу медленно,
но еще после стирки, влажно-тепловой обработки, пряжа раскроется, все петелечки встанут на свои места. Я провязала только резинку, паголинок, вот стенку пятки и вот саму пяточку. Но сделала набор и провязала установочный ряд. Сейчас перехожу к вязанию клина подъема. Ну, мало-мало, конечно же, я связала, но было не так много времени, чтобы повязать. Вот это что касается пряжи. И, наверное, я куплю и другие моточки другого цвета. Именно вот эту пряжу в другой расцветочке. Пусть будут также у меня эти нитки в запасе. Вот. Ну, приятная пряжа. И не знаю, растянется, не растянется после стирки носочек сам. Очень красивая расцветка. Мне она напоминает мороженое из детства, как он назывался там, оно так, ну, типа фруктово-ягодный какой-то лед, я не знаю, ну, так оно, наверное, и называлось, фруктовое мороженое. Мы ели из бумажных стаканчиков, палочка деревянная. Вот прям по расцветке вяжешь, и такое вкусное прям получается изделие. Вот эти крапинки меланжевые, разноцветные, ну, как сорбет вот ягодный. Аппетитные такие носочки, я думаю, получится. А какой размер, не знаю, мужские, женские будут. Ну, посмотрим. Опять же, все зависит от настроения моего, терпения. Какие получатся носочки, такие получатся. Всегда я найду им применение, этим носкам. Но носочки я пока отложу, потому что у меня много других заказов. Носочки буду вязать в перерывах между заказами. Вот это такой отдых, релакс. Я поэтому и беру всегда носки в дорогу, чтобы, ну, их легко вязать, не надо ничего думать, считать. Тут вяжи себе, довяжи полотно. Поэтому единственное, что вот немножечко вот здесь момент, где нужно побольше внимательности. Так. Это что касается носка нового, моего процесса текущего. Хочу сказать, что мы ездили в отпуск в город Краснодар. Нам там очень понравилось. Мы жили в центре города. И, конечно же, я не могла пройти мимо местного Леонардо. Вроде бы как Леонардо ассортимент во всех городах одинаковый. Но пусть будут такие нитки. Не знаю, есть они у нас в городе, нет. Мне кажется, все равно ассортимент немножечко отличается в Леонардо в каждом городе. Хотя я знаю, что если нет такой пряжи, можно заказать на сайте и привезут в любой выбранный магазин. Так, ладно, что я купила? Вот такие 4 мотка, разные расцветки. Вот, может быть, она и у нас такая есть, но вот я увидела, мне понравилось, и я решила купить эту пряжу. Вот северянка от Comtex. Это пряжа в 100 граммах 150 метров, полушерсть, 65% акрила, 30 шерсти, 5% верблюжьей шерсти. Это у меня будут медвежата вот такого цвета. Очень хочу повязать мишуток разных. А это у меня будут зайчата, беленький и серенький. Вот. На ощупь приятная. И мне понравилось, что она не очень тоненькая. Вот. Но это, наверное, у меня, скорее всего, будут игрушки спицами. Вот такие 4 моточка новых у меня. Далее купила от Comtex также пряжа Фантазия в 100 граммах 130 метров. Она вот буклированная. Это не знаю, что у меня будет. Или волосы куколкам, или овечек буду вязать. И также, наверное, спицами. Не знаю, удобно ли вязать из этой пряжи крючком. Ну, решу потом, позже. Все-таки, когда вот петли или плюш, не очень хорошо видно, куда вставлять крючок. Может быть, и спицами буду вязать из этой пряжи. Ну, посмотрим. Мне понравился очень оттенок. Фантазия бежевый цвет называется. Или светлый бежевый, не знаю как. Вот такой моточек. И вот такую пряжу купила. Но это уже обычная. Вот Аделия Оливия. 60% акрила, 40 шерсти в 100 граммах 250 метров. Цвет мне понравился, светло-серый. Мне кажется, будут хорошие игрушечки, также зайчики. Вот. И она мягенькая, нисколько не колется. Вот. Номер 21.
И вот такой моточек, но я уже брала такую пряжу также для вязания игрушек. Это полухлопок в 100 граммах 280 метров. Это как Ярнард джинс, так получается в 50 граммах 140, ну немножечко потолще пряжа, чем Ярнард джинс, но это еще даже и лучше. Вот. Цвет 29, Альпина Вера. Состав какой у нее. 55 акрила, 45 хлопка. Ну, также взяла из-за цвета. Мне кажется, зайчики будут симпатичные такие. Светло-серый, такой немножечко бежеватый оттенок. Приятная пряжа. Ну, я вязала. Мне нравится вязать из этой пряжи игрушки. Так, пух, посмотрите, как сыпется с шерстяной пряжи северян. Так что вот такую пряжу я купила в Краснодаре, в Леонардо. И мы гуляли по городу, также в центре города. И попали на ярмарку рукодельниц. Похоже на нашу ярмарку, на главной улице, улица Красная. Ну, там еще в одном проулке также были столы с работами мастеров. Я, конечно, снимала на видео только работы вязальные. Это шапки, перчатки, варежки, митинги, игрушки. Сняла небольшие отрезки видео. Сейчас я вам их вставлю. Если интересно, как проходят ярмарки и в других городах, можете также посмотреть, ознакомиться. Там, конечно, было много и других мастеров, но я снимала на видео только вязание, так как мой канал посвящен по большей мере вязанию, поэтому я снимала вязальные работы. Всех их люблю. Дружочек, ну-ка давай сюда. Вот какой ты красавчик. Вот так. Конечно, любите, вы все с душой вяжете. Иначе нельзя. Совсем не то, если бы вы знали, для чего это. Ой, какая лягушка вообще. Это же чудо какое-то, природа. На этом мои рукодельные новости заканчиваются. Я хочу в конце видео вставить зарисовки нашей прогулки по парку Краснодара. Если вам интересно, можете присоединиться, посмотреть это видео до конца и прогуляться вместе с нами по парку Галицкого в Краснодаре. Ну а если вам не хочется смотреть на красоты такие, там, конечно, парк гениальный, то вы сейчас отключитесь. Я говорю вам всего самого доброго. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч.
ландшафт интересный. Ты когда внизу, то тебе кажется, что ты не видишь этих там, домов. Интересно, в общем. Идем уже, все. Да. Ты друзьям звонишь, всегда отвечают? Да надо до него возвращаться тогда. Я хочу вот сюда. Дмитрий, давайте ваши впечатления, ваши мысли, что вы тут увидели? Давайте, гениального, объясните. Ну, баба в центре композиции, что-то значит. Ну что он значит? Не, а вот эти сетки по бокам, это что, давай? Что там символизирует нам? Ты все обошел уже, посмотрел? Ну, я пошел, здесь люди друг друга собирают, существа похожие на людей, полуроботы, друг друга собирают, сидят за компьютерами и друг друга прикручивают головы. И все, Не, почему они тут перевернуты, а там дальше пошли. объединены проводами. Ну, это фабрика какая-то. По производству по людей? производству Разум. роботов, похожих на людей. Короче, все сложно, да? Да, Непонятно. всё сложно, понятно. Что там в голове у этих архитекторов вообще? Непонятно. И бомбомы. Ну, И ладно. баба в центре. Бабаб-то главный. И то не факт, что это баба. А может быть и не он, да? Да. Ну, будем думать, что это бабаб. Но здесь нужна, конечно, расшифровка. Ну как ты думаешь, ты по кругу прошел-то помнил немножко хоть на грамм? Да? Да, конечно. Хорошо, Да, я да, рада да. за тебя. Да. Давай, все, пока. Пару ложки, деревья.
как со стороны, и он повторяет. Ну, это не отражение, да? Как отражение. Но это на самом деле как барельеф, да? Ну, это же- А внизу вода, вот ряд воды. И у него так же, да? Да. Участвуй в новой традиции. Выбирай примету